Всем привет! В этом видео установлю на Tesla квадроцикл бензиновый двигатель. Уже подготовил квадроцикл, а точнее будет сказать тестовый стенд под новый мотор. Убрал батареи и электроустановку, к которой я еще скорее всего вернусь, так как потенциал ее весь не был раскрыт. За место него в раму встанет 17-сильный 450-кубовый бензиновый двигатель, который стоял в первой модификации багги. К нему нужно будет подобрать только сцепление. У меня есть в наличии две муфты центробежного сцепления, которые точно не подойдут. Они просто сгорят от такой мощности. Еще есть вариатор Forward, заказанный с AliExpress около года назад под другой проект. Он лучше подойдет к данному двигателю. Комплект вариатора состоит из алюминиевой плиты, на которой крепятся все компоненты. Также в комплекте есть клиновидный ремень, который, как оказалось, стоит в районе 200 рублей, и менять его не составит больших затрат. На плиту крепится ведомый шкив, и еще есть ведущий шкив, который крепится на вал двигателя. Как я и говорил ранее, он был куплен под другой проект, и отверстие шкива не подходит под двигатель, который я хочу установить. Но, как оказалось, теперь такие вариаторы спокойно можно найти в магазине, и я приобрел шкив на 25-й вал. Теперь можно примерить всю конструкцию к двигателю. Плита ровно не встает, мешает одна из заливных пробок в двигателе. Нужно ее открутить и срезать лишний пластик. Мир постоянно развивается, и все больше мы погружаемся в сферу технологий и гаджетов. Будет полезно научиться программировать, чтобы в ближайшем будущем вы реализовали себя и стали успешным IT-программистом. А какая профессия занимает первые места в рейтинге самых востребованных 2020 года? Это Data Scientist. Даже если вы никогда не видели Data Scientist вживую, вы точно сталкивались с результатами его работы. Когда камера вашего смартфона распознает лицо и фокусируется на нем, или включается голосовой набор текста. Даже когда вы проходите проверку на человечность на сайтах, за этим стоят мастера Data Science. Думаете о смене профессии? Data Science — это оптимальный вариант. Как доказательство, уровень зарплат по данной области от 120 тысяч у начинающих специалистов и от 250 тысяч рублей у практикующих. В онлайн-школе Skill Factory запустили курс «Профессия Data Scientist», который подойдет как новичкам, так и практикующим специалистам из IT-сферы. Здесь осваивают блок по Python, проходят модуль математики и статистики, изучают Machine Learning, Deep Learning, Data Engineering и знакомятся с нейронными сетями. Обучение реально совмещать с текущей работой. Выбирайте свой график и ритм, занимайтесь по 1-1,5 часа в будни, либо выделяйте несколько часов в выходные дни. На связи будет всегда ваш наставник, он поможет с любыми вопросами теории и практики. Как найти новую работу после обучения? В Skill Factory есть свой карьерный центр, где выпускникам помогают подобрать вакансии и подготовиться к собеседованиям. Школа сотрудничает с крупными технологическими компаниями, поэтому преуспевающие студенты могут найти работу еще до конца обучения. Готовы к новым челленджам и драйвовой профессии? По промокоду ключи доступны целых 50% скидки, то есть половина от базовой стоимости. Не откладывайте знания на потом. Вот теперь плита вариатора села на свое место. На вал двигателя через проставку надел ведущую муфту с центробежным механизмом. Осталось надеть ремень, и можно проверить вариатор в работе. Двигатель после длительного простоя практически сразу завелся. Попробовал дать газ и проверить режимы вариатора. Есть небольшой перекос ремня, но от этого никак не избавиться, так как ведущий шкив и так находится на максимальном удалении от двигателя. Думаю, все будет нормально, и ремень это стерпит. После проверки снял с двигателя сильно выступающие части, это воздушный фильтр и бензобак. И даже без них двигатель остался довольно-таки большим агрегатом, но все прояснит примерка. Двигатель, можно сказать, влез впритык и сильно выступает за счет вариатора за раму. Придется все-таки резать для него корпус, но перед этим его нужно закрепить на раме. Первым делом надел цепь, по ней я и буду выравнивать двигатель. Надеюсь, цепь при движении не слишком сильно будет задевать за вариатор. После выставления приводных звезд в одну плоскость прихватил крепление двигателя к раме и насверлил в них отверстия. Двигатель закреплен, и можно проверить в целом всю работу установки. На время установлю на место штатный бензобак. Попробовал дать обороты, чтобы вариатор полностью проделал всю работу и поменял передаточные числа.
Вроде бы все работает, и цепь особо не задевает за металл. Да, конечно, я думаю, ремню придется несладко при такой мощности, но все прояснит тест. Пока что я доволен проделанным свапом. От штатного бензобака придется отказаться, он очень большой и не влезет в корпус. За место него будет стоять вот такой компактный бензобак. Для него сделал крепление из монтажных пластин и приварил получившуюся конструкцию к раме. Под бензобаком находится крепление тросика газа. Ручка газа будет использоваться от небольшого питбайка. Все встало без переделок. Осталось последнее – это придумать колено, которое будет выходить назад под сиденье. Воспользовался водопроводными уголками, из них можно сварить любое колено, и они в диаметре больше, чем выходное отверстие цилиндра. Подстраховался и сразу обмотал стеклотканью колено, так как оно будет находиться внутри стеклопластикового корпуса. Банку глушителя прикрутил стандартную, она практически не глушит звук и выхлоп сквозь нее проходит свободно. Воздушный фильтр тоже претерпел изменения, чтобы залезть в раму квадроцикла. Немного его подрезал и установил самодельный фильтр из нетканного материала. Все, свап подошел к концу, можно заливать бензин и делать финальный тест перед выездом. Все в порядке, только парафин выгорает из стеклоткани. Как я и говорил, в корпусе пришлось выпилить окно под вариатор, но все это с легкостью можно закрыть накладками, которые не будут бросаться в глаза и будет все выглядеть лаконично. Сделал эти накладки из миллиметрового металла и покрасил в тот же цвет, что и корпус. С другой стороны оставил крышку ручного стартера открытой. Теперь можно отправляться в поле. Сразу же чувствуется утроенная динамика по сравнению с предыдущим двигателем. Конечно, ремень вариатора не дает резко стартовать с пробуксовкой, но он хорошо работает и выдержал весь тест. Комфортная скорость на квадроцикле в районе 45 км в час по грунтовой дороге. Запас по мощности, конечно, может разогнать данный квадроцикл до 70 км, но там уже приходится сильно напрягаться и смотреть наперед, чтобы одно из колес не попало в яму. За тест пару раз слетала цепь, и я уже думал, что нужно будет ставить направляющие, но после того, как смазал натяжитель, неполадка прекратилась, и я продолжил наслаждаться поездкой на квадроцикле. Очень доволен подросшей динамикой и быстрым набором скорости, вот этого действительно не хватало этому квадроциклу. Очень приятно стало на нем ездить, и не нужно заботиться о запасе хода, можно выезжать на дальние поездки. Единственное, я бы добавил коробку передач, но не могу найти компактный вариант. На данный момент на нем я проехал уже более 100 километров и только поменял ремень вариатора. Все работает и мне очень нравится собранный мной квадроцикл. Если вам понравилось данное видео, поддержите меня лайком и комментарием. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.